Привет, я Шарвар Александр, и я сетевой писатель. Прошлое мое видео вызвало целый шквал эмоций у великих писателей. Но были и вполне конкретные вопросы по сетевому писательству. Чаще всего звучал один: на какие темы сейчас выгоднее всего писать? Сегодня я хотел бы разобрать три поджанра фантастики и фэнтези, которые наиболее коммерчески успешны. Во-первых, это попаданчество, во-вторых, это лид-РПГ, и в-третьих, это бояр-аниме. Начнем мы с попаданчества. Что такое попаданчество? Это перенос героя в другой мир, другую планету, космический корабль, время, в игру. По сути, попаданчество — это завязка сюжета, а дальше сюжет уже может проходить в выбранных декорациях. Это и космический корабль Ктулху подобных инопланетян, и магический мир, и прошлое нашего мира. Дальше попаданчество еще можно разделить условно на три типа. Это попаданец из нашего мира куда-то в другое место, это попаданец из другого мира в наш мир, и третий — это попаданец из другого мира в другой мир. Как раз именно третьего типа попаданец был у меня в моей первой книге «Артефактор». Суть сюжета была довольно проста. Главный герой, обычный артефактор, был приглашен для исследования древнего артефакта в службу безопасности империи. Во время исследования произошла активация артефакта, и наш герой попал в первобытный мир. Но это первобытный мир только на первый взгляд. Чем подобная завязка заинтересовала читателей? Тут есть несколько моментов. Первый момент в том, что большинство читателей хотело бы иметь сверхъестественные силы для того, чтобы решать свои ежедневные проблемы в реальной жизни просто по щелчку пальцев. И если вы сейчас яростно начали отрицать, то остановитесь и вспомните, когда вы читали книгу о магах, разве такого не было, что вы проецировали способности мага на себя и раздумывали над тем, как бы вы распорядились этими способностями? Ведь было. Вот тут-то и оно. Во-вторых, мои книги пишутся в основном для мужской аудитории. Большинство мужчин имеют технический склад ума. Они любят, чтобы все было логично и четко. Они любят технику. В моем произведении технику заменили артефакты, но артефакты работают по строгой логичной системе магии. Это весьма привлекает мужчин-читателей. Если бы у меня была большая часть читательниц, то я бы изменил систему магии на более чувственную, эмоциональную. Это были бы различные обряды, ритуалы, заклинания в виде танцев, стишков и тому подобное. Третий нюанс, который привлек читателя, это необычность попадания. Обычно, если маг куда-то и попадает, то в основном это в наш мир, и его приключения приходят уже на фоне современного мира. У меня же попаданец попадает в первобытный мир. Также в большинстве книг, в которых упоминаются попаданцы в первобытный мир, это попаданец из нашего мира, наш современник, который в итоге занимается прогрессорством первобытного мира. Попаданец как инструмент завязки произведения будет еще долго популярен, но больше как попаданец из нашего мира в другой. Почему наши там так популярны? Да потому что читателю проще ассоциировать себя с главным героем, который из нашего мира, который вырос на тех же моральных ценностях, что и он сам, чем с каким-то оригинальным героем из оригинального мира. Даже не нужно сильно фантазировать, просто представьте средневекового рыцаря, который раз в год моется, насилует женщин, бухает постоянно и убивает людей. Даже с таким главным героем уже будет себя тяжело ассоциировать. А ведь это просто среднестатистический образ рыцаря из средних веков. Поэтому чаще всего и используются попаданцы из нашего мира в другой, поскольку современникам и желательно соотечественникам ассоциировать себя читателю намного проще. Зачастую в попаданческих произведениях главный герой обладает какой-то особенностью, будь то магическая сила, подготовка суперспецназовца, может быть гениальный ум, то есть различные варианты, чем главный герой отличается от остальных. Но бывают и такие произведения, в которых главный герой до момента попадания вообще ничем не отличался от большинства населения. Чем привлекают эти моменты? Тут снова же все зависит от психологии. Если берем первый вариант, когда главный герой изначально уже успешный, то это позволяет подсознательно читателю спроецировать этот успех на себя и чувствовать себя лучше, чем есть на самом деле. Также и приключения в основном у таких героев проходят очень легко, и им практически все удается. А если происходят неудачи, то неудачи кратковременные. Второй же тип попаданцев, которые изначально были никем и постепенно возвышаются, тоже очень приятен для читателя. Так главный герой вместе с самим читателем, который проецирует на себя образ главного героя, растет, крутеет, получает больше силы, возвышается над остальными. Но в реальном мире
воплотить многие такие моменты просто невозможно. Поэтому читатель это проделывает вместе с главным героем. Чем еще интересно попаданчество? Это контрастом современного мира и другого мира. Это внутренними эмоциями главного героя. К примеру, представьте, вы провалились в портал и оказались в прошлом. У вас перед глазами помещик избивает ногами крепостного. Все остальные вокруг стоят и просто на это смотрят. Какие у вас будут эмоции от этого? Ненависть к помещику, ненависть к остальным. Вообще много эмоций будет у вас, выросшего в относительно толерантном обществе, воспитанного современными моральными ценностями. Но это, по сути, обычная, обыденная ситуация для тех времен. Эмоции и привлекают читателя, но главное не переборщить с негативом. Ведь читатель пришел, чтобы расслабиться, а не чтобы испортить себе настроение. Потому главный герой, если у него возникнет подобная ситуация, скорее всего попытается спасти избиваемого. Но в таком случае драматический эффект смажется от ситуации. И вот тут мы подошли к важному вопросу. Для чего мы пишем? Для серьезной книги хорошо бы подошел момент, когда главный герой испугался бы и не полез спасать крепостного. В таком случае можно описать, как у него эмоции растут, как это все приводит к дальнейшим великим свершениям главного героя. Такое может быть, но давайте подумаем откровенно. Для чего читают на постсоветском пространстве фантастику и фэнтези? Для отдыха мозгов, для того, чтобы расслабиться и отвлечься от реальной жизни. А негатива в реальной жизни не так хватает. Просто включите телевизор и посмотрите новости, и у вас будет полна голова различных негативных новостей. Человек просто хочет прийти с работы и погрузиться в книгу. Негатива должно быть поменьше. Негатив он нужен для того, чтобы разбавлять позитив. Но его должно быть немного. Позитив должен превалировать над негативом. Это очень важно в современной сетевой литературе. Все вышесказанное является лично моим мнением и не претендует на истину. То, что я выше описал, относится именно как раз к сетевой литературе. Но критики от этого будут просто в ужасе. Второй поджанр, который мы рассмотрим, это лит-РПГ. У меня был небольшой опыт написания фанфика по червю с попаданцем с игровыми способностями, но это дальше нескольких глав не зашло. Почему лит-РПГ привлекает людей? Оно привлекает тем, что это очень логичный, структурированный мир. Мир подчиняется определенным законам, которые можно высчитать математически. Конечно, делать ставку именно на игровую составляющую это будет ошибочно. Необходимо просто дополнять мир игровой составляющей. Но одно могу сказать точно. Лит-РПГ это не так просто, как кажется. Кажется, ну что тут такие статы взял, расписал и все. И вот тебе полкниги написано. Но для начала, перед началом написания книги необходимо составить четкую математическую модель мира, в котором будут проходить приключения. Необходимо помнить все статы всех героев, которые есть. Нужно помнить, какой стат на что увеличился, от какого действия. Необходимо хорошо продумать баланс различных классов. К примеру, кто победит? Маг 20 уровня или воин 20 уровня? А почему тот победит или иной победит? И так во всем. Лит-РПГ очень техничные книги, очень много приходится считать. Если вы любите цифры, если вы математик в своей глубине души, то это может вполне подойти для вас, и вы можете попробовать. Третий поджанр – это бояр-аниме. Тут все сказано в самом названии – бояр и аниме. Бояр – это из-за того, что в мире клановая система, когда кланы обладают какими-то способностями, эти способности им позволяют править на самом деле миром. Это могут быть не кланы, это могут быть семьи, это могут быть какие-то объединения людей, но принцип будет один и тот же. Аниме это означает как раз метод развития сюжета. Если посмотреть большинство приключенческих аниме, то главный герой из себя изначально ничего не представляет. Но потом, в результате какого-то происшествия, он крутеет. И крутеет он очень быстро. Постепенно уровень его врагов растет, но растет и он сам. Можно, кстати, выделить несколько типичных штампов, которых в большинстве бояр аниме используются. Во-первых, это герой изначально ничего из себя не представляет, и очень часто используется такой подштамп, что героя изгнали из клана за слабость его способностей, либо же за отсутствие способностей. Потом в будущем у него оказывается
не просто способности, а суперспособности. Он на голову всех превосходит. Сразу же начинается борьба кланов, семей за обладание главным героем. Но главный герой не поддается и, естественно, всех побеждает. Еще один штамп, который часто используется, это, конечно, гарем. Очень часто у главного героя в бояр аниме не одна девушка-жена, а несколько. Итак, я назвал 3 наиболее коммерчески успешных поджанра фантастики и фэнтези среди сетевой литературы, по моему мнению. Причем это не означает, что жанры, каждый может быть только отдельно. Они могут быть смешаны между собой. Зачастую так, в принципе, и происходит. Бывает, что есть попаданец в компьютерную игру. Это уже лит-РПГ. Попаданец в клановый мир, то есть где все подчинено кланам. Это уже бояр аниме, но с попаданцем. Бывает, что человек в клановом мире приобретает игровые способности. Это лит-РПГ в бояр аниме. Нельзя четко отделять друг от друга эти жанры, но они, в принципе, можно и раздельно писать. Думаю, с выбором жанра, в котором вы хотите писать, мы определились. Желаете узнать больше? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, что бы вы хотели узнать еще.